Всем привет! Миллионы фанатов, а также простых пользователей ждут презентацию смартфона Xiaomi 12 Ultra. Первое и самое главное, он станет одной из первых моделей на базе новой системы Snapdragon 8 Gen 1 Plus. По имеющимся сейчас данным, тут центральный процессор останется неизменным. Он получит ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3.0, 3 высокопроизводительных ядра Cortex A710 и 4 ядра Cortex A510 для повышения энергоэффективности. Процессор будет производиться силами TSMC. Напоминаю, Snapdragon 8 Gen 1 выпускался на мощностях компании Samsung. Основное отличие между процессорами Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 1 Plus будет в графическом процессоре, который должен быть более производительным в новой платформе. Чипмейкер очень надеется смыть дурную славу производителя горячих чипов. Получим мы эту систему 20 мая. Но это еще не все. Помимо флагманского чипсета Qualcomm выпустит однокристальную систему Snapdragon 7 Gen 1. Об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Также уже сейчас известны практически все технические характеристики смартфона Xiaomi 12 Ultra. И они, честно говоря, удивляют. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Минуточку внимания. Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно. И там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. Есть такой очень известный ресурс под названием Xiaomi UI, который специализируется на новостях о продуктах Xiaomi и уделяющий внимание MIUI. Тут было обнаружено упоминание смартфона с кодовым названием Thor в коде последней версии MIUI. Это и есть тот самый Xiaomi 12 Ultra, официальный дебют которого должен состояться в июне или июле этого года. Первое, что хочется отметить, смартфон Xiaomi 12 Ultra получит отличный экран на 6,73 дюйма, разрешением 3200 на 1440 пикселей, который будет использовать панель AMOLED LTPO 2.0. Напоминаю, экраны LTPO выступают улучшенной альтернативой широко распространенных LTPS дисплеев. Это позволит дисплею адаптивно подстраивать частоту обновления до 120 Гц. Если на экране долгое время отображается нечто абсолютно статично, то частота обновления может быть понижена до 1 Гц, что является просто восхитительным результатом. Также смартфон Xiaomi 12 Ultra будет первым гаджетом, который будет использовать новый флагманский датчик изображения от компании Sony, а именно IMX800. В настоящий момент он проходит финальное тестирование. Он имеет производительную автофокусировку, а также должен обеспечить качественную работу в условиях недостаточной освещенности, что, на мой взгляд, достаточно интересно. По имеющимся сейчас данным, оптический формат Sony IMX800 составит более 1 дюйма. При этом датчик будет иметь разрешение 50 мегапикселей. Это будет один из самых больших датчиков на рынке сейчас, на 2022 год. Вспомогательные датчики Xiaomi 12 Ultra выступают 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 48-мегапиксельный телеобъектив. Основная камера предложит 120-кратный зум. Фронтальная камера будет иметь разрешение тоже 48 мегапикселей. Мы получим 8, 12, 16 гигабайт оперативной памяти. Конечно же, LPDDR5 и 256-512 гигабайт своей флеш-памяти UFS
3.1. Телефон получит аккумулятор емкостью 4900 мАч. Он будет поддерживать 120-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку. Остановимся на 3 факторах, которые раскрывают суть сложности решения данной зарядки. Первый фактор. На данный момент столь быстрая зарядка возможна только при использовании 2 аккумуляторных элементов. Только так можно добиться хорошего отведения тепла. Второй фактор. Поддержка зарядки мощностью 120 Вт требует применения дорогостоящих компонентов во всей цепочке. Это системная плата, аккумулятор, кабель, а также зарядное устройство. То есть все это стоит очень больших денег. Третий фактор. Дефицит комплектующих. Топ-менеджер компании Xiaomi говорит нам на то, что на рынке нет контроллеров зарядки. Причем их не купить, даже если заплатить, чуть-чуть больше. Также стоит отметить, что гаджет получит качественные стереодинамики, что в наше время очень и очень нужная вещь. Также сейчас есть информация, что смартфон Xiaomi 12 Ultra будет поставляться с процессором обработки изображения Surge C2 собственной разработки. Все это должно позволить смартфону возглавить рейтинг DxOMark. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Xiaomi удивляет своих фанатов, а также многочисленных пользователей. Мы видим, что линейка Xiaomi 12 действительно очень востребована. Но самое главное, что данная линейка поступит на рынок России, Белоруссии и так далее. То есть на страны СНГ данный смартфон будет поставляться. Это очень хорошо. Второе самое главное, что мы тут получим очень хороший процессор Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Это более новая модель, нежели Snapdragon 8 Gen 1. Что сделал производитель? Он очень много сил и времени уделил, чтобы данный процессор не нагревался, чтобы ваш смартфон оставался холодным. И это очень важно, потому что у меня даже сейчас смартфон на Snapdragon 888, и он очень сильно нагревает смартфон. Если вы играете в производительные игры, пожалуйста, вы увидите, что ваш смартфон нагревается. Но это происходит не так быстро, как говорят многочисленные хейтеры. Но вы должны понимать, что нагрев и есть. И вот Snapdragon 8 Gen 1 также нам давал этот нагрев. И вот производитель решил сделать плюсик. Там мы, скорее всего, не получим такой нагрев. Второе, данный смартфон получит очень и очень хороший экран. AMOLED LTPO 2.0. Это лучшая версия данного экрана на данный момент, на 2022 год. Лучше данного экрана нет вообще по сути, потому что если он есть, то он не стоит ни в одном смартфоне. То есть это самый лучший экран на 2022 год, что удивляет. Ну и, конечно же, основная камера, а именно основной датчик от компании Sony, заслуживает внимания. Самое главное, как всевозможные инженеры настроят этот датчик, потому что от настройки датчика зависит все. И вот вы знаете, что есть мнение, что знаменитая Leica будет помогать компании Xiaomi с этими настройками. Это очень круто, если действительно компания Leica уйдет, к сожалению, от смартфонов Huawei к Xiaomi, то, конечно же, смартфоны Huawei очень сильно потеряют в этом. Но все о смартфоне мы узнаем только после презентации. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.